Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Alex Gamify. Сегодня с вами поговорим про последние новости ноткоина. Как всегда, не просто пересказ новостей из источников, а какие-то дополнительные свои мысли на этот счет для того, чтобы мы с вами могли подискутировать в комментариях. Сегодня с вами хочу обсудить не столько листинг на Bybit и OKX, тут как бы обсуждать-то нечего, у нас теперь известны даты на Bybit, на OKX 16 мая, 12 часов по Лондону или там 15 часов по Москве. И есть возможность фарминга закинуть на OKX до 4000 тонн и получать награду Notcoin. Вот по сути и все новости. Но в этом видео я бы хотел обсудить, как повлияет листинг Notcoin на всю экосистему тон, почему лично я считаю, что это, как знаете, в гонках, когда девушка стоит, машина, и вот она машет своим красным флагом, и все только стартуют. Вот 16 числа у нас таки как раз таки будет вот этот вот момент старта всей экосистемы, старта ее развития. Поэтому, если тема обсуждения по кайфу, заваривайте чаечек и давайте обсудим, какие конкретно факторы будут стимулировать рост экосистемы, что будет происходить после листинга Notcoin, что они там будут выкатывать и к чему все это дело будет приводить. Погнали обсуждать. Ну и чуть не забыл про розыгрыш 5 NFT стоимостью 10 тонн в моем телеграм-канале. Все, что нужно, перейти по ссылке в телеграм-канал, нажать на кнопочку подписаться и нажать на кнопочку участвую в боте. Все, вы автоматически принимаете участие в розыгрыше, бот автоматически выберет победителей. Поэтому welcome, кто еще не подписан, есть возможность выиграть NFT-шку, ну и плюс почитайте контент, там я пишу про тон, про жетоны на ней, про мемкоины, ну в общем то, что сейчас происходит в моем инфополе, то, на что я обращаю внимание конкретно в экосистеме тон. Если интересуетесь, я думаю, вам тоже будет интересно. Итак, листинг нот на биржах, именно CX, это старт к росту всей экосистемы тон, всех проектов на этой экосистеме. Об этом я писал тоже в телеге, ну и вот сейчас чуть ранее об этом эту идею озвучил. Почему это может произойти? Первый момент это как раз таки сам листинг жетоном на тон, ну то есть тон и есть у него жетоны, то есть те монетки, которые построены на экосистеме тон. Вот им конкретно было очень тяжело пробиться на тир 1 биржи, ну то есть это самые такие основные Bybit, OKX, Binance там тем более. Вот, с выходом нота, да, эта дорожка, она будет протоптана. То есть цель ноткоина сейчас это вырубить вот таким вот большим мачете вот эту вот всю бамбуковую рощу и протоптать, проложить дорогу остальным монетам. То есть тут шли как инфраструктурные моменты, чтобы там блокчейн поддерживал, чтобы биржа поддерживала, чтобы все это хорошо сообщалось между собой, так и именно цель в количестве юзеров, потому что биржам интересно листить монеты, у которых большая пользовательская база, большие объемы средств будет крутиться на этих биржах, поэтому они отдают подобным монетам приоритеты. Сейчас мы видим, что биржи уже технически готовы к этой работе, как минимум потому, что раздел на Bybit, например, где можно пополнить нот, он уже появился, ноткоин уже отправляют на бирже, собственно, основатели, и вся эта штука работает. Дальше идет маркетинг. Маркетинг у нас будет идти неделю. Биржа Bybit, биржа OKX, возможно, еще какие-то биржи после выхода этого ролика появятся. Все они будут нас трубить во всеуслышание про ноткоин, про то, что он в системе тон, так и так. Больше криптонов узнает об этом проекте из других блокчейнов. Кто-то сидит на Solana, на эфире, на битком торгует и так далее. Кто-то трейдингом занимается. И все эти люди, у которых есть бюджеты, они, собственно, увидят про ноткоин. Хотя, я думаю, многие о нем слышали. Но так или иначе, дополнительные инфоповоды, которые никогда еще не мешали проектам и только работают в плюс. И, естественно, все эти люди, они присматриваются к самому проекту, к блокчейну тон, изучают, что там есть, как туда зайти и так далее. То есть потихонечку реальные деньги, серьезные деньги из других экосистем просто за счет хайпа, за счет технической возможности будут перетекать в экосистему тон и рассасываться по другим проектам. Ну, разумеется, после того, как биржа залистит нот, у них будет возможность использовать жетоны для своего листинга, и другие проекты точно так же будут выходить, точно так же будут создавать хайп, а лучший хайп это, естественно, зеленые свечи, проценты роста на листинге, ну и, соответственно, далее. То есть вся эта красота, она также попадает в топ-гейнерс, да, то есть топ жетонов, топ монет по росту. И опять же эти дополнительные факторы, которые стимулируют людей присмотреться к монете, посмотреть, как и чего там происходит и где она в принципе использует. Следующий фактор, он не привязан к самому ноткоину, и он привязан именно к приложению ноткоин, к игре или как это вот можно называть.
То есть сейчас в Тоне, в Телеграме точнее, сложно найти какие-то вот игрушки. Да, есть D-Apps, который там а-ля аналогия там Google Play, App Store и так далее. Но об этой истории мало кто знает, ей не совсем там удобно пользоваться в некоторых моментах, ну то есть там именно по категориям у меня есть вопросы. Вот. Но так или иначе, такой каталог приложений того, что есть на Тон, он есть, он работает, туда можно добавить свои игры, но его также нужно искать, и если мы о нем не знаем, то как бы мы его не найдем. Надеюсь, что Telegram когда-то его добавит в вкладочку «Как есть кошелек», тогда у людей будет возможность заходить на этот самый D-Apps и вот как в App Store, Google Play смотреть по категориям, какие есть все-таки приложения в экосистеме Тон в Телеграме. Но с запуском Notcoin он возьмет эту функцию сейчас на себя. То есть не в плане каталога эта вся история будет работать, а, как нам уже говорили разработчики, они будут подсвечивать некоторые проекты с помощью коллабораций, с помощью прямой рекламы и так далее. Да? То есть люди, которые взаимодействуют с Notcoin, они уже, во-первых, будут зарегистрированы на бирже, у них уже будут, соответственно, монетки, жетоны, которые имеют какую-то ценность, кто-то из них выведет часть в Тон, кто-то из них начнет переливаться между другими проектами, например, ну, то есть начнет работать вот с этой замечательной экосистемой. И с запуском вот этой вот второй там или третьей какой уже фазы ноткоина мы с вами увидим очень много маркетинговых кампаний. Их будет действительно много, потому что интерес ноткоина в том, чтобы пушить другие проекты, да, чтобы их рекламировать, чтобы рекламодатели выкупали ноткоин, платили ноткоинами за рекламу, соответственно, эта вся экономика крутилась, что-то уходило в сжигание. Тем самым цена монеты будет поддерживаться, цена монеты может даже расти, вот, и всем от этого будет хорошо. Поэтому после выхода, после листинга нас ждет очень большой хайп не только ноткоин, а именно других проектов, которые находятся в экосистеме Тон. Ну а дальше, как заведено, аудитория приходит в проект начинает хайповать, если он хороший, интересный, TVL-ка там растет, денег становится больше в проекте, и получается таким вот снежным комом, что люди изучают разные проекты, вкладывают туда свои деньги, эти проекты выходят опять-таки на бирже дополнительное внимание от опять другой уже аудитории, и все вот этим вот снежным комом оно так нарастает и приводит людей в эту нашу замечательную экосистему. То есть, если вы сейчас сидите в каких-то других жетонах, например, да, то есть ждете роста, я также писал пост в телеге, что вот капитализация там в 30 миллионов на мемкоинах, это сейчас нам кажется вау, ничего себе. Я вот уверен, что с выходом нота, с тем, когда вся эта штука будет только раскручиваться, то капа в 30 миллионов для нас не будет больше казаться, да, чем-то необычным, потому что придут в экосистему новые деньги. Сейчас в тех проектах, которые выходят на Тоне, мы по сути просто переливаем деньги из одного комьюнити в другую. Да, где-то там у кого-то лучше интеграция вышла рекламная, где-то какие-то там коллаборации пошли, ну и по сути с одного проекта люди продают, на другой покупают, и вот как-то переливаются. Все эти цифры, мне кажется, будут очень смешными, когда нод залистится, когда добавят бриджи, то есть возможность прям из одной экосистемы, там Solana, например, перекинуть USDT в там экосистему Тон, например, прямо вот напрямую через кошелечки, через биржи, через мосты. Кстати, по поводу бирж, вот нод обещал сделать нам биржевой терминал. Это технически обычно работает как один кошелек, где находятся все деньги вообще всего сообщества. И по факту монеты, они не переходят туда-сюда, просто переписываются строчки в коде. Поэтому можно продавать, можно покупать вообще без каких-то там сумасшедших комиссий, как на дексах. Все это будет делаться моментально. И, соответственно, можно выставлять ордера нижний, там, когда продавать, когда покупать и так далее. То есть это довольно-таки удобная история. К ноткоину, я думаю, вопросов по доверию не будет возникать. Это центральный экосистемный продукт, что Тона, что там Телеграма. То есть если нод зафакапится как-то с деньгами пользователей, это будет огромный ущерб репутации. Поэтому я думаю, что в ноте будет все хорошо, и можно там будет крутить свои тоны, свои жетоны, продавать, покупать, и это будет одной из самых, ну даже не одной из самых, самая центральная биржа, самая большая в экосистеме Тон.
и, скорее всего, она появится именно там перед листингом или там прямо в момент листинга. То есть у нас будет возможность с ней ознакомиться, как с ней вообще работать, и мы получим свои монетки нот прямо туда. Поэтому получится, что мы с вами можем моментально продавать свои монеты, моментально откупать эти монеты, ну вот прям вот в момент, в самую секунду листинга. Это здорово, значит, блокчейн это все дело не положит, потому что не будет вот этого нашего замечательного claim, да. Единственный вопрос остается, наверное, только с ваучерами, потому что если отправлять ваучер в утиль, да, то это тоже как раз-таки транзакция, это время. Мне кажется, что люди, у которых сейчас есть ваучеры, они одни из последних получат свои монеты Notcoin. Ну, как относительно по времени, там может какое-то время пройти, но это произойдет не моментально. Если монеты сейчас находятся в приложении, то вероятнее всего мы просто их получим на свой баланс, и у нас будет моментальная возможность как купить, так и продать вот именно в торговом терминале от Notcoin. Понятно, что там будет определенная ликвидность, тоже цена может скакать, она может очень сильно отличаться от той, которая будет на бирже там спустя какое-то время. Она может сильно отличаться от цен, которые будут на дексах. Ну, то есть как-то вот это все дело тоже пока не ясно, как они будут менеджерить. Вот, ну потому что каждая биржа, каждый способ, где можно обменивать монеты, должен сообщаться друг с другом, как сообщающие сосуды. Да, кто знаком с физикой, все, я думаю, все понимают. Вот, поэтому важно держать везде один и тот же курс. Получится у них это или нет, мы посмотрим. Вот, но новости очень хорошие. Поэтому, резюмируя вышесказанное, я думаю, что выход нот в свет, соответственно, листинг, биржа, вся вот эта вот маркетинговая кампания, которая у них будет, это, безусловно, очень громкие события, и все инфоповоды будут так или иначе привязаны к этим замечательным датам. Вот. Но то, что будет находиться в цене, вот Notcoin, это как вот фонариком светят, все внимание направлено на Notcoin. Но то, что будет за вот этой вот рамкой, куда будет переливаться этот трафик. Какие-то есть сейчас проекты, которые недооценены, например, да, которые вот они сейчас создали какой-то продукт, возможно, там экосистемный или там какой-нибудь мемкоин или еще что-то. В общем, какие-то проекты есть, которые пока еще растут только за счет комьюнити Тона. Вот такие истории, мне кажется, они будут очень хорошо стрелять, и если есть интерес делать именно иксы, рисковать как-то, рассчитывать на рост экосистемы в целом, то, наверное, стоит присматриваться именно к таким вещам. Не хочу рисковать в плане там цены, она может пойти вверх, может пойти вниз, тут как бы не угадаешь никогда, но так или иначе, когда-то это все дело устаканится, когда люди продадут, те, которые хотели продать, потому что заходить лучше в проект, когда он еще не на хайпе, ну, либо хайп спал, например. Когда уже продали те, кто хотел продать, и те, кто хочет покупать, они потихонечку начинают покупать. И дальше тогда только ракета летит. Вот. Любой дроп, который был, допустим, да, вот кто фармит дропы, тоже понимает, что сначала проект листится, и, как правило, он начинает скатываться, потому что люди скидывают свои бесплатные деньги. Ну, собственно, те, которые им просто так достались. Это вот обычная статистика. И, как правило, через там пару недель проекты оформляют себе ракету и летят куда-то там в небеса на несколько иксов вверх. Не финансовая рекомендация, я просто делюсь тем, что я буду делать, как я вижу какую-то ситуацию, у вас там может быть свое мнение. Мне кажется, важно просто, чтобы разные точки зрения они были представлены в инфополе, и мы с вами могли смотреть друг друга, анализировать, кто что говорит, кто как думает, и, исходя из этого, полностью самостоятельно формировать именно свою картину мира и составлять дальнейшие действия, исходя из этого. Так что сегодня как-то так. Напоминаю про розыгрыш в моем телеграм-канале. Целых 5 NFT разыгрывается стоимостью 10 тонн. Нужна подписка и, соответственно, нажать на кнопочку «Участвую в телеграм-канале». Все ссылки будут в описании под этим видео. С вами был Алекс. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.